Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И я продолжаю рубрику рецептов к Новому году. В этом видео я покажу вам, как можно красиво подать фаршированные яйца. Покажу вам 4 разные начинки и украсим мы их по-разному. И получится шикарная закуска, которую вы можете использовать к любому празднику. Еще покажу вам 4 быстрых, вкусных и оригинальных закусок. И в конце я покажу вам, как можно подать картофельные звездочки с разными начинками в виде горячей закуски. Так что готовы? Пойдемте готовить вместе. И начнем мы с фаршированных яиц. Первым делом отвариваем яйца. Я буду готовить из 6 яиц. И как я вам говорила, я вам покажу 4 разные начинки, а вы выберете, какая вам больше по душе. Яйца я уже отварила, а теперь нам понадобится редис. Не советую выбирать слишком крупные. И теперь нам нужно натереть их на такой терке. Пластинки должны быть тоненькие-тоненькие. Теперь нужно хорошенько их посолить и перемешать. И оставляем их в сторону на блюдо, пусть пустят лишнюю жидкость. Таким образом они смягчатся немного. Теперь нам нужен огурец. Огурец также не берите слишком крупный. И также нужно натереть на такой терке. Не советую нарезать ножом, навряд ли у вас получится так тоненько. Присаливаем. Хорошенько перемешиваем, и так как редис оставляем на блюдо, пусть пустят лишнюю жидкость. Теперь берем вареные яйца и срезаем небольшую часть с краю, чтобы яйца устойчиво стояли в блюде. И нарезаем их пополам. Нарезали все яйца пополам, а теперь приступим к приготовлению начинки. У меня 12 половинок, и каждые 3 половинки я буду заполнять и украшать по-разному. Беру желток из 3 половинок. Добавляю части белка, которые мы отрезали от яиц. Кусочек любого твердого сыра. Добавлю ползубчика чеснока. И немного майонеза. Я делала все на глаз. Самое главное, чтобы у вас получилась кремообразная густая масса. Я уже посолила и добавляю немного черного молотого перца. И теперь перебиваю в кремообразную массу. Вот так у нас получилось. Лучше, если вы сделаете густую массу. А теперь переставляю в кондитерский мешок. Так будет намного удобнее заполнять яйца начинкой. Наша первая начинка готова. Отправляю ее в холодильник и приступаю ко второй. Беру 3 желтка с 3 половинок. Добавляю туда тунец. Количество ингредиентов добавляйте на ваш вкус. Добавляю майонеза. Присаливаю. Добавляю немного черного молотого перца. И также перебиваю в кремообразную массу. Как всегда, для удобства ингредиенты я оставлю в описании под видео. Вот такая начинка у нас получилась. Также отправляю в кондитерский мешочек. Вторая начинка готова. Отправляю в холодильник и приступаю к следующей. Снова беру 3 желтка с 3 половинок. И теперь нам понадобится 3 крабовые палочки. Немного майонеза, солим по вкусу, добавляем черный молотый перец и также перебиваем в кремообразную массу. Все эти начинки вы можете приготовить даже на день раньше. Оставляете в холодильнике и перед застольем фаршируете, украшаете и готово. И в день праздника не тратите на это время. Третья начинка готова, приступаем к следующей. Снова берем желтки из 3 половинок. Беру столовую ложку соуса песто. У него и так насыщенный вкус, поэтому я больше ничего не добавляю. Перебила погружным блендером, и следующая начинка готова. Остается только зафаршировать яйца. Каждые 3 половинки я заполняю разной начинкой.
И, кстати, немного начинки у вас останется, поэтому вы можете еще испечь маленькие брускетты и красиво оформить с оставшейся начинкой. И у вас будут разные закуски. Смотрите, какие красивые пастельные цвета получились. Посмотрите уже, как красиво, какая красивая начинка. Если вам не хочется заморачиваться, вы можете просто украсить зеленью и подать в таком виде. Ну а мы продолжим. Пока мы с вами готовили, огурцы пустили лишнюю влагу. И теперь я их хорошенько просушиваю бумажным полотенцем. И то же самое проделываю с редиской. Теперь беру кружочек огурца и складываю его вот таким вот образом. Под солью он смягчился, и это очень легко делается. И теперь выкладываю их по краю, немного вдавливая уголок в начинку. Огурец мы выкладываем на начинку с крабовыми палочками. Выкладывая вокруг по краю, получается красивый цветочек, как будто раскрываются лепестки. Вы можете и серединку заполнить таким же образом. Ну а я решила серединку украсить консервированной кукурузой, так будет намного ярче. И вот такая красота у меня получилась. Выкладываю на блюдо и приступаю к следующим. Теперь беру дольки редиски и таким же образом выкладываю по краю, как и огуречные. Редис я выкладываю на начинку с желтком, сыром и чесночком. Я так люблю что-то украшать, что-то придумывать. А вам нравится? Напишите. Смотрите, как красиво получается. Следующие мы украсим божьими коровками. Берем маленькие красные помидорки, отрезаем небольшую часть вот таким образом. Теперь берем черную маслину, нарезаем пополам и еще раз пополам. Эту божью коровку я выложу на начинку с тунцом. Нам нужны вот такие четвертинки. И теперь выкладываем помидорку на яйцо, рядышком выкладываем нарезанную маслину и уже похоже на божью коровку. И теперь я решила взять маленькие листочки петрушки и выложить с краю. Так будет еще ярче и красивее. А одну маслину я нарезала на мелкие кусочки и выкладываю несколько кусочков сверху. А у вас, если есть паштет из черных маслин, можно точечки сделать из него. И вот такие милые фаршированные яйца у нас получились. Для следующих мы возьмем желтые маленькие помидорки. Эту божью коровку мы выложим на начинку с соусом песто, и получится красивое сочетание цветов. И вот такую красоту мы с вами приготовили. Выкладываем также на блюдо, но, как вы заметили, мы не украсили серединки цветочков из редиса. Нарезаю кусочки из желтых помидорок и выкладываю сверху. И чтобы было еще красивее, я смазала для блеска маслины оливковым маслом и добавила глазки из майонеза, используя зубочистку. И вот такая красивая закуска у нас получилась. Такая закуска точно украсит ваш праздничный стол, а детишки точно ее оценят. Ну а мы перейдем к следующей закуске и приготовим вот такие быстрые и симпатичные бутерброды. Сначала нарежем багет на ломтики. Примерно вот такого размера. Затем в сковороду наливаем немного растительного масла и поджариваем с двух сторон. Поджариваем и с обратной стороны. Нам нужно приготовить румяные и хрустящие брускетты. Готовые брускетты выкладываю на досточку и даю им остыть.
А теперь половину из них присаливаю. Дальше все брускетты поливаю оливковым маслом. Брускетты, которые мы с вами присаливали, посыпаю сушеным базиликом. Ну а теперь приготовим ингредиенты и нарежем моцареллу кружочками. Чтобы получилось более презентабельно, я подобрала форму для печенья диаметром под мои брускетты и вырезала ровные кружочки. Затем также нарезала кружочками помидор. Дальше из оставшегося помидора нарезала несколько плоских кусочков. И, помогая себе формой для печенья в виде маленькой звездочки, сформировала звездочки из помидор. И также из моцареллы сформировала маленькие звездочки. Дальше из брускет, которые мы с вами присаливали и посыпали базиликом, приготовим два вида бутербродов. На брускетту выкладываем моцареллу, листочек базилика и звездочку из помидор. И вот такие симпатичные бутерброды получились. Ну а теперь приступим к следующему. На брускетту выкладываю кружочек помидора, листочек базилика и звездочку из моцареллы. Ну вот и готово. Я же говорила, что очень просто. Для следующих бутербродов я нарежу вот такой сыр. Как раз удобно, что он отлично подходит под размеры моих брускет, а вы можете нарезать любой, какой вам больше нравится. Затем беру нарезанный копченый хамон и нарезаю его на полосочки. Скручивая полосочку хамона, получается маленькая розочка. Видите, вот такие маленькие розочки у нас получились. Ну а теперь на брускетту выкладываю сыр, розочку и под розочку выкладываю листочек салата.
И вот такая красота у нас получилась. Для следующих бутербродов нам понадобятся анчоусы. Закручивая анчоусы, также получаются маленькие розочки. Вот почему мы часть брускет не солили, так как анчоусы уже сами по себе соленые, брускеты солить не нужно. Ну а теперь берем брускетту, выкладываем кружочек моцареллы, листочек салата и розочку из анчоуса. И вот такие симпатичные бутерброды у нас получились. И вот такие красивые и вкусные бутерброды у нас получились. И самое главное, это просто, быстро и красиво. Ну а мы перейдем к следующей закуске. И приготовим вот такие оригинальные картофельные звездочки с разными начинками. Сначала я отвариваю картофель. Обычно я его отвариваю на день раньше, так с ним работать намного легче. Советую выбирать крупный картофель, чтобы получилось сформировать звездочки покрупнее. И для первой начинки нам понадобится сладкий перец, и нарезаю я его соломкой. Перец покупаю разных цветов, так блюдо получается намного красочнее. Затем беру луковицу и нарезаю мелкими кубиками. Дальше в сковороду наливаю немного растительного масла и слегка поджариваю лук. Затем добавляю перец. Немного перемешиваю и затем добавляю немного соли, черного молотого перца и немного овощной приправы. Перемешиваю и оставляю тушиться на медленном огне. Пока перец тушится, нарезаю пучок петрушки. Петрушку я обычно добавляю в конце и выключаю. Наша первая начинка готова. Ну а мы перейдем к картофелю. Картофель я уже почистила. И сейчас будем формировать вот такие звездочки с помощью вот такой формы для печенья. Картофель разрезаю пополам и формочкой формирую звездочку. Ничего не выбрасываем, из оставшегося картофеля можно нарезать мясной салат. И вот такая звездочка получается. Затем ножом немного выравниваю нижнюю часть. Дальше аккуратненько опустошаю серединки, формируя типа маленьких корзиночек. Стараюсь опустошить как можно поглубже, так поместится побольше начинки. Примерно так. Опустошили, и у нас получились вот такие маленькие корзиночки в виде звездочек. Затем нужно их присолить. Затем я добавлю вот такой микс разных перцев. И еще я добавлю сладкой паприки, а вы можете добавлять специи на ваш вкус.
Затем поливаем растительным маслом и смазываю силиконовой кисточкой, хорошенько распределяя все специи. И то же самое проделываю с обратной стороны. Ну а сейчас отправляем запекаться в духовку. Духовку разогреваю на 220 градусов и запекаю, пока не подрумянится. Ну а мы с вами приготовим начинку из горошка. Для этого нам понадобится замороженный горошек. И я буду использовать пол луковицы, так как не буду готовить много. Лук я нарезаю мелко. В сковороду я наливаю немного растительного масла и поджариваю лук. Пока лук поджаривается, я нарежу морковь средними кубиками. И отправляю в сковороду. Немного поджариваю с луком и добавляю горошек. Горошек размораживать не нужно. Затем добавляю немного соли, микс разных перцев, а вы можете добавить черного молотого перца. И немного овощной приправы. Наливаю немного воды. И можете добавить листочек лаврового листа. Перемешиваю и оставляю тушиться под крышкой на медленном огне. Готов и наш тушеный горошек, а сейчас на сковороде поджарю маленькие сосиски. Поджариваю с двух сторон. Пока мы с вами готовили горошек и жарили сосиски, и запеклись наши звездочки. Смотрите, как они хорошо подрумянились. Я вам покажу 3 варианта, а вы можете заполнять любой начинкой на ваш вкус. Ну а сейчас часть звездочек я заполняю начинкой из сладкого перца. А часть заполню соусом барбекю и сосисками. Вместо соуса можно добавить кетчупа. И теперь сверху добавляю сосиски. А в остальные я добавлю кусочек плавленного сыра и тушеного горошка. И подаем. Подавайте в горячем виде, так намного вкуснее. И, кстати, вариант с горошком и сладким перцем подойдут даже для тех, кто на безглютеновой диете. И вот такая оригинальная закуска к Новому году у нас получилась. Начинку из горошка и сладкого перца можно приготовить на день раньше до праздника. И сформировать звездочки можно тоже за день раньше. А уже запечь их перед самой подачей, а начинки подогреть. Я думаю, такая закуска не останется незамеченной на вашем праздничном столе. Немного вашего времени, и на вашем столе будет вот такая симпатичная закуска. Кто, как и я, любит экспериментировать на кухне, подписывайтесь. И не пропускайте мои видео, у меня еще много интересных идей для вас. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!